Друзья, ну у нас сегодня один из ГОСТовских рецептов, да, очередной ГОСТовский молочная колбаса. Вот докторская у нас уже была в нескольких исполнениях, да, а молочной еще не было. Вот чем молочная колбаса отличается от докторской? В принципе, ничем. Состав сырьевой одинаковый, вот только в докторской колбасе 3% яйца и 2% молока сухого. А в молочной колбасе наоборот. 3% молока и 2% яйца сухого. Вот и все, вся разница. Для чего это было сделано? Ну, лично я думаю, что в принципе для того, чтобы просто разнообразить ассортимент на одной матрице, да, ну, сырьевой матрице, и остаться в тех же самых количествах белка, жира и воды. Почему? Потому что вот эти соотношения белок, жир, вода, да, ну, сырьевые, они идеальны для нашего организма. И именно вот в этих соотношениях, вот в этой эмульсии мы получаем максимум ценных веществ, то есть максимум пользы от этого мяса. Можно же это говядину на стейке пожарить, да, там, представить, что это вкусно и их скушать. Но пользы гораздо больше для нашего тела. Мы получим из этого куска, сделав из него эмульсию правильную, в правильных сочетаниях с водой. Поэтому эти соотношения были разработаны давно, даже не в 30-х годах, да, и, как мне кажется, не Микояном. Это было, ну, как я нашел, упоминание у профессора Игнатьева там, в конце 19 века. Вот. Ну, обоснование именно эмульсии было у Игнатьева. Вот, поэтому как-то так. Ну, а мы дальше просто повторяем правильное соотношение и получаем стабильный, качественный продукт. Так что поехали, да? Я сейчас расскажу, значит, что у нас в составе. Говядина, свинина полужирная, дальше яичный порошок, молоко сухое. Смесь специй я буду использовать нашу новинку для сосисок молочных. Ну, в принципе, по канонам как бы оно проходит по составу, да, по соотношению пряностей. Дальше нитритная соль пополам с поваренной. Дальше немного фосфата я все-таки использую пищевого, потому что для эмульгации там 20% воды все-таки потребуется этот фосфат. Вот. И набью я все это дело в оболочку целлюлозную, ту старую советскую ГОСТовскую оболочку, помните, прозрачная такая, да, там бумажка такая еще была зелененькая между слоями уложена. Вот как-то так. Значит, смотрите, измельчение. Говядина у меня замороженная. Ну, нет у меня размороженной говядины, да. Это мраморная замороженная говядина. Мы нашли там с мастер-классов, я нашел, в холодильнике лежит. Дальше говядину я рублю резаком на слайсы, потом измельчаю, да, и получаю замороженный мелко измельченный фарш, да, через мясорубку. Мясорубка мощная, поэтому она позволит измельчить вот такое сильно замороженное сырье. Мясорубочка обычная, 4 мм, достаточно мощная. Все, поехали. Итак, друзья, второе измельчение, да, вторичное измельчение, уже по сути эмульгация, да, то, что делает фарш, ну, фаршем вареной колбасы, так еще по-простому. Эмульсия, да. Что такое эмульсия? Это связанная вода и жир, связанная путем, ну, эмульгатором, да, каким-то. Эмульгатором в нашем случае будет являться белок, да, животный белок. Самая простая картиночка для иллюстрации. Вот как вы делаете майонез? Ну, многие дома делают майонез, да? Прозрачная вода, прозрачное масло, прозрачный белок яичный, да? Заливаем в блендер, ну, в эмульситатор, да? И белок связывает одной частью жир, а другой частью воду, да? Стягивает между собой, и вы получаете белую эмульсию в виде майонеза, да? Вот. Если многие замечали, когда майонез, там, что делают обычно, мясо по-французски, что такое-то, майонез сверху, он запекается такими хлопьями, да? Вот замечали? Вот. Все то же самое, ну, примитивно я рассказал, но все то же самое будет происходить у нас здесь. То есть белок свяжется, да, и упакуется в ту форму, которую мы ему придадим. Значит, смотрите, про цифры. Все в описании ролика, естественно, в конце ролика вы это все увидите. Да, не забывайте подписываться. У нас еще очень много вариантов колбас. Так что подписывайтесь на канале, всегда будет у вас уведомление. Поехали!
Рыночка наша, да, смесь специй, у нас там их штук 11-12, что такое появилось. Один пакетик на 1 килограмм фарша. Это удобно, действительно это удобно. И не надо ни о чем думать. Вот я знаю, что у меня тут килограмм, я насыпал и больше ни о чем не думаю. Так, дальше. Молоко, яйцо отдельно на вторую стадию измельчения. То есть у нас будет два этапа. Сначала я измельчу говядину на блендере с водой, фосфатами, солью, совсем всем, что нужно. То есть не жирное сырье. А потом на второй этап, уже где-то по градусах на 7-8 по температуре фарша, я добавлю жирное сырье. Я специально разделил, да, жирное от нежирного. Для чего? Для того, чтобы создать, чтобы вытянуть из этой говядины самый максимум белка. Чтобы именно этот белок для нас был использован в нашем теле как строительный белок, да, ну, то есть как самое ценное мы из него используем. И для того, чтобы этот белок смог связать этот жир, эту воду, которую я налью. Вот как-то так, два захода. Посмотрите, первый этап измельчения готов, да, то есть эмульгация, да, то, что мы сделали из нежирного сырья, из говядины, из нежирной свинины. Вот, и сейчас, ну, то есть матрица готова белковая, ну, основа, основа, как еще сказать. Вот, и сейчас мы вносим уже жирное сырье. Так, ну, вот, друзья, смотрите, когда нужно остановиться, да? Многие очень, особенно начинающие колбасники, спрашивают, вот сколько нужно измельчать, чтобы остановиться. 12 градусов. Не время, а только температура, да? И поэтому нужно использовать максимально охлажденное сырье, для того, чтобы у вас был запас времени, да, по измельчению, чтобы вы максимально могли измельчить сырье. Вот смотрите, здесь все-таки мне запаса времени не хватило, уже температура 12, да, а чуть-чуть небольшая такая крапинка будет в фарше на срезе, то есть говядинка такая будет крапинкой. Вот здесь, ну, по умолчанию мы с этим соглашаемся, ну, что сделать, ничего страшного, зато это домашнее, полезное, вкусное. Так что так, все, готов фарш, дальше я его набиваю в оболочку и направляю на термообработку. Целлюлозная оболочка, проницаемая, в ней все хорошо коптится, варится. Она состоит из 3 слоев, да? Вот видите слои? Вот между этими слоями можно сунуть какую-нибудь бумажечку с маркировкой и все подписать как надо. Хотите даже и рецептуру туда напишите, почему нет. Да? Вот, и все отлично получится. Но это та самая ГОСТовская колбаса, к которой все привыкли. Так, друзья, ну, формовка, да, мы сейчас делаем формовку, этап называется. Значит, я сейчас вяжу, дальше у нас будет термообработка, да. Термообработка всегда стандартная. Если у вас дома есть электрическая духовка, шикарно. Если есть там вентилятор для конвекции, да, еще лучше. 20 минут мы ставим для обсушки, да. В общем, давайте так расскажу. При 60 градусах на 20 минут в духовке с конвекцией мы делаем обсушку, да, обсушку, в процессе которой обсыхает батон, да, и появляется такая легкая корочка подсыхания, да, и потом ставим 80 градусов, да, через 20 минут, и в принципе все, доводим до готовности, до 70 градусов внутри. Все, ничего больше вам делать не нужно. Самое главное эти цифры соблюсти, именно 80 снаружи, не выше, и до 70 внутри, не выше. Никаких там кипятков, ничего не надо выдумывать, все у вас само собой получится, лишь только не соблюдайте эти правила. Так что вот так. Так, ну смотрите, все у нас получилось, да? Угу. 3 батончика. Повторюсь, обсушка при 60 градусах минут 20. А потом просто термообработка, да, можно сложно назвать варкой. Термообработка при 80 градусах. Еще нюанс. Когда будет внутри 60, налейте в поддон вашей духовки водички, кипятка прям в поддон. Нальете для того, чтобы создать высокую влажность, для того, чтобы она у вас не пересыхала, чтобы ваш, вот этот вот 65-й калибр должен свариться примерно за 2 часа 20 минут.
примерно, расчетно, но все даст вам, всю информацию даст вам термометр, который вы воткнете вот сюда, в батончик, да, вот так вы воткнете и все, ну, в центр батона. Все, поехали. Так, друзья, ну что, молочная колбаса у нас готова, да? Получилась она такая красная, прекрасная, настоящая, да? Я думаю, что просто из-за того, что все-таки мраморная говядина, она очень сильно, очень много в ней миоглобина, да? Вот, ну давайте порежем, посмотрим. Думаю, что здесь будут поры, естественно, поры, потому что, ну что делать? Ну, это домашний блендер, да, и это домашний кутер. Ну, посмотрим, что у нас тут получается. Ну, в принципе, это мало пор. Ну, срез достаточно такой классический. Да? Давайте я вам покажу вот так. Да, есть порки, видите, зеленый цвет, это значит воздух там был, и цвет в порах зеленеет из-за того, что воздух накапливается. Ну-ка, попробуем. Ну, срез очень плотный, да, вот поры. Кстати, насчет пор, вот насколько я знаю, в Германии вообще, там уже более кустарное производство, да, там вообще на поры не обращают внимания. Ну вот, не обращают внимания. Это мы избалованные, конечно, ГОСТами, ну, классической классной колбасой. Насколько вот мне кажется, в России вообще, ну, в Советском Союзе, в России вообще одна из самых лучших и качественных колбас, которая, ну, вареная колбаса, например, докторская, да, ну или молочная, как сегодня, самые лучшие колбасы в мире, потому что там идеальное соотношение, как я раньше до этого говорил, идеальное соотношение жира, воды и белка. И они хороши этим. Все, что я хотел вам показать, смотрите. Блеск, аромат классный. Резиночка, да, вот упругая резиночка, но с блеском. Вот то, что многие ценят, даже технологи многие ценят. Там, у тебя докторская колбаса без блеска получилась, значит, не очень хорошо ты сделал. Здесь я вижу отличный блеск, отличная текстура. Прям вот резинка, видите? А? Не рвется, ничего не расползается. Ни капельки термопотерь. Ну, то есть нормальная, ну, стандартная нормальная колбаса, которая должна получаться. Ну, единственное, что от поры, ну, за это я себе, так, конечно, 4 поставлю. А так все остальное, ну, отлично. Ну-ка. Да. Мягкая молочная нотка. Аромат. Мускат. Немножечко черного перца. Ну, классная колбаса. Прям вот. Мне был бы пор, я бы дал ей прям 5. Да, попробуйте сами. Это, сами видите, это совершенно несложно. В общем, я вам все рассказал. Ничего вас теперь не останавливает. Делайте хорошие, качественные колбасы. Кормите своих близких.